Артем всегда говорил, что самые страшные монстры — это не те, что прячутся под кроватью, а те, что сидят рядом с тобой за обеденным столом. Но он никогда не думал, что этот монстр может быть Димой. Свадьба закончилась катастрофой. Ни пожаром, ни драками пьяных гостей, ни опрокинутым тортом, хуже. Дима Краснов, их лучший друг с первого курса университета, встал посреди церемонии и произнес слова, которые разрезали воздух, как нож по шелку. «Я возражаю, потому что я люблю Леру и всегда любил. Я не знаю, как мне дальше жить». А потом просто ушел. Не оглянулся, не извинился перед ошарашенными гостями, не объяснил ничего. Растворился в летнем вечере, оставив за собой лишь запах его одеколона и звук захлопнувшейся двери. Лера плакала всю ночь. Артем держал ее, гладил по волосам и думал о том, как он хочет найти Диму и переломать ему все кости в теле. Медленно, методично, начиная с мизинцев. «Как он мог?» — шептала Лера в его грудь. «Как он мог так поступить?» Артем не знал ответа. Дима всегда был рядом, надежный, скромный, тот, кто помогал переезжать, приносил суп, когда болели, выслушивал их ссоры и давал разумные советы. Тот, кто был на каждом дне рождения, каждом празднике, каждом важном моменте их жизни. А теперь оказалось, что все эти годы он просто ждал. Первые 3 месяца после свадьбы прошли в попытках забыть. Дима не звонил, не писал, исчез из социальных сетей. Лера удалила все его фотографии, Артем заблокировал его номер. Они делали вид, что его никогда не существовало. А потом начались проблемы. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. Сначала на работе у Артема. Кто-то слил конфиденциальные документы конкурентам. Те самые чертежи нового проекта, над которыми Артем работал полгода. Расследование показало, что утечка произошла с его компьютера. Его рабочий пароль каким-то образом оказался скомпрометирован. «Я не понимаю, как это возможно», — говорил он начальнику, но тот лишь качал головой. «Артем, ты хороший специалист, но такие косяки дорого обходятся. Я вынужден тебя понизить». Дома Лера встретила его красными глазами. «Мама звонила», — сказала она. «Кто-то рассказал ей про ту историю с Машкой». Артем похолодел. История с Машкой случилась 2 года назад, когда они с Лерой временно расстались. Неделя глупости, которую он считал похороненной навсегда. Никто не знал об этом, кроме... «Дима знал», — прошептал он. «Что?» «Дима. Он единственный, кому я рассказал. Клянусь, больше никому ни слова не говорил». Лера смотрела на него так, будто видела впервые. «Ты изменял мне? Мы же не были вместе тогда. Ты сама сказала, что нам нужна пауза». Пауза не означала, что ты можешь спать с другими. Они кричали до 3 утра. А на следующий день Лера нашла в почтовом ящике конверт без обратного адреса. Внутри были фотографии. Старые фотографии Артема с Машкой, которые кто-то сделал тайком возле кафе. И записка. Он делал это и раньше, и будет делать снова. Ты заслуживаешь лучшего. Дима не появлялся, но его присутствие ощущалось повсюду. Тайные звонки в офис Артема с жалобами на его работу. Анонимные письма соседям о том, что молодая пара устраивает шумные вечеринки, хотя они уже месяц сидели дома, боясь лишний раз выйти. Фальшивые отзывы о Лерином салоне красоты в интернете. Десятки одинаковых аккаунтов писали, что она испортила им волосы. «Это он», — говорил Артем, водя пальцем по экрану телефона. «Это все он делает». «У тебя нет доказательств», — отвечала Лера, но голос у нее дрожал. «Они мне и не нужны, я знаю. Но знать и доказать — разные вещи». Дима был призраком, невидимым, неосязаемым, но вездесущим. Он подрывал их жизнь по крупицам, как вода точит камень. А потом пришло письмо.
На этот раз Артему на работу. Толстый конверт с распечатками переписки. Его переписки с Машкой, которая длилась не неделю, а месяцы. Сообщения, которые он отправлял, когда Лера спала рядом. Планы встреч, слова любви. Артем не помнил, чтобы писал это, но почерк был его, стиль речи его, даже привычка ставить многоточие вместо запятых. Он сидел в своем кабинете и смотрел на бумаги, чувствуя, как реальность рассыпается под ногами. Потом взял телефон и набрал единственный номер, который мог помочь. «Машка? Это Артем. Нам нужно поговорить». Они встретились в том же кафе, где когда-то целовались. Машка выглядела испуганной. «Я не хотела», — сказала она, не дожидаясь вопросов. «Он сказал, что ты сам просил передать письма Лере, что хочешь, чтобы она узнала правду». «Кто сказал?» «Твой друг, Дима. Он пришел ко мне месяц назад. Сказал, что ты мучаешься от вины и не можешь сам признаться жене. Попросил помочь». Артем закрыл глаза. «Конечно. Конечно, это был Дима. Что именно он тебе говорил? Что ты до сих пор думаешь обо мне, что жалеешь о женитьбе. Он даже показывал твои сообщения». «Какие сообщения? Я тебе не писал уже 2 года». Машка побледнела. «Но он показывал мне твой телефон, твои сообщения. Ты писал, что скучаешь, что хочешь увидеться. Покажи». Она достала телефон, нашла переписку. Артем прочитал и почувствовал, как волосы встают дыбом. Сообщения действительно шли с его номера, но он их не отправлял. «Господи!» – прошептала Машка. «Что происходит?» Артем знал, что происходит. Дима работал в IT. Дима знал, как взломать аккаунты, подделать переписки, создать фальшивые доказательства. Дима 2 года планировал это. 2 года собирал информацию, искал слабые места, готовился. «Он сошел с ума», — сказал Артем. «И я должен остановить его, пока он не разрушил нашу жизнь окончательно». Найти Диму оказалось проще, чем ожидалось. Он снимал квартиру в старом районе. Работал удаленно. Почти не выходил из дома. Артем наблюдал за ним 3 дня, прежде чем решиться войти. Квартира выглядела как музей их отношений. Фотографии Леры на стенах. Сотни фотографий, сделанных тайком за эти годы. Лера в университете, на работе, дома. Спящая, смеющаяся, плачущая. На холодильнике висел план. Подробная схема того, как разрушить брак Артема и Леры. «Я знал, что ты придешь», — сказал Дима, не оборачиваясь. Он сидел за компьютером, на экране которого светился профиль Леры в социальных сетях. «Зачем?» — спросил Артем. «Потому что она должна быть со мной. Всегда должна была быть со мной». Дима, наконец, повернулся. Его лицо изменилось, осунулось, постарело. Глаза горели фанатичным блеском. «Ты не понимаешь ее, как понимаю я. Ты не любишь ее, как люблю я. Я знаю, что она ест на завтрак, какую музыку слушает, когда грустит, как спит, когда болеет. Я знаю ее лучше, чем ты. Ты следил за ней. Я заботился о ней. Все эти годы, пока ты играл в идеального бойфренда, я был рядом. Настоящий, преданный. И что я получил? Роль лучшего друга, пока ты спал с ней каждую ночь». Артем сделал шаг вперед, но Дима поднял руку. «Не надо, я еще не закончил. Скоро она поймет, что ты не тот, кто ей нужен. Скоро она придет ко мне сама. Она тебя ненавидит. Пока ненавидит. Но когда поймет, что я единственный, кто никогда ее не предаст». Дима улыбнулся, и Артем понял, что его друг действительно сошел с ума. Не театрально, не в кино, по-настоящему, тихо, страшно сошел с ума.
Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишите, из какого города или страны вы нас смотрите.